Всем привет, это «Больше Тейк», и сегодня мы вместе с новоиспеченной чемпионкой юниорского Уимблдона Аней Пушкаревой поговорим о том, как начинался ее спортивный путь, о переезде из Владивостока и о том, что бы она хотела изменить в теннисных правилах. Я очень скучала по маме, потому что мы практически не виделись там за 2 года. Я чемпионка юниорского Уимблдона. Только начинаю привыкать к этому званию. Есть какие-то воспоминания о первых турнирах? У меня самый первый матч в моей жизни, я выиграла первый гейм, и мне девочка снялась. Я понимаю, Марию Шарапову можно считать таким неким ориентиром для тебя. Абсолютно все, что касалось Марии, меня всегда очень сильно вдохновляло. А есть такое, что поражения запоминаются лучше, чем победы? Да. Есть такое. Всем привет! Это «Больше Тейк». Мы продолжаем смотреть на теннис под разными углами. И сегодня у нас в студии супергость Анна Пушкарева. Аня – победительница юниорского Уимблдона. Спасибо большое, что выбрала время, пришла к нам в гости, пришла к нам в студию. Прежде всего, скажи, пожалуйста, есть ли у тебя сейчас уже вот это понимание, что вот прошло какое-то время, и я чемпионка юниорского Уимблдона? Ты уже уложилась как-то в голове? Наверное, я только начинаю привыкать к этому званию, но тем не менее, я бы не сказала, что это как-то влияет на мои будни. То есть я все еще себя чувствую таким же спортсменом, таким же человеком, как и раньше. Ничего не поменялось, потому что до того, как выиграла, я думала, что вот когда выиграешь, все, потом ты каждый день ходишь, и вот ты уже знаешь, что ты чемпионка, и ты прям это какие-то особенные ощущения, но вот такого нету. То есть все как обычно, ничего не поменялось. Где хранится кубок? Дома. Ну, ты часто, я не знаю, как это происходит, подходишь к нему, не знаю, берешь в руки, или уже просто он стоит, уже один из. Да я уже поездила с ним вообще везде, где только могла, так что я на него насмотрелась, но я думаю, что я к нему еще буду подходить. Но он пока дома, да? Он Да. там не планирует, вы не планируете его в академию? Может быть, поставим. Да, но пока дома, пока дома. рядом с тобой. Я знаю, что до этого Уимблдона ты играла на траве вот только один турнир, Ройхэмптон. Да. И там, насколько я понимаю, не случилось любви с травой, с этим покрытием. Совсем нет. А вот как тебе сейчас кажется, может быть, это и к лучшему, вот, если оглядываться назад, что турнир не сложился перед Уимблдоном, как будто меньше ожиданий от самой себя, меньше давления. Вот как-то с этой стороны можно посмотреть на эту историю? Нет, конечно, если условно выбирать между первым турниром и вторым, конечно, был важнее второй, и можно хоть 10 раз проиграть первый круг предыдущего турнира, если ты потом выигрываешь Уимблдон, так что... Все нормально. Да, в этом плане 0 сожалений. Вы сыграли самый длинный финал в Уимблдоне, правильно? Так, сейчас постараюсь правильно произнести фамилию твоей соперницы. Ксина Рансан, да? Потому что разные вариации, но я так понимаю, что вы в туре ее вот так. Ну, по крайней мере, мы ее так называем, но кто знает. Ксина Рансан. Было ощущение вот в моменте, ты понимала, что это очень затяжной матч? И вообще в матчах есть ощущение, как долго тянется время, что вот насколько ты это воспринимаешь обычно? Но на самом деле все всегда по-разному. Это зависит прежде всего от обстоятельств игры. То есть, например, когда очень жарко, то ты чувствуешь каждую минуту, тебе кажется, что ты на корте уже там очень долгое время, возможно, ты провел там только 30 минут. Но вот именно в случае финала Уимблдона, если мы смотрим именно на этот матч, то у меня не было ощущения, что мы играем очень долго. И возможно, у меня просто фокус настолько был на матче, то, что я не замечала, как время летит. Я даже не поняла, как вот мы 2 часа, там, 23 минуты на корте были. Как часто у тебя бывают вот такие матчи, что ты вот действительно, видимо, отключаешься от всего лишнего и фокусируешься именно там на мяче и действительно не отвлекаешься на то, что вообще вокруг происходит? Даже не знаю, наверное, у меня однозначного ответа прям нет на это, как часто бывают. Ну, вот просто очень индивидуально, там к матчу не приходится, на какой-то матч выходишь, и даже если я на что-то отвлекаюсь, то есть если там вижу людей, которые рядом ходят, мне это обычно никак не мешает. То есть иногда мне, наоборот, нужно чуть отвлечься, чтобы меньше волнения было какого-то. То есть я не вижу ничего плохого в том, чтобы там чуть-чуть отвлекаться иногда на матче. Мне это где-то помогает не так много давления испытывать. Ну, например, на трибунах оказывается Брэд Питт, а такая, неплохо. Я просто сейчас вспомнила, мы как раз с Мирой после ее победы на Ролан-Гаррос общались, и Брэд Питт был на ее матче. Как раз я спрашивала, замечала ли она, что он сидит прям рядом, и она сказала, что вначале нет, но потом, как увидела, сразу, как-то фокус немножечко на мгновение какой-то потерялся. Нет, ну, конечно.
Ну, если Брэд Питт, это особая история, но я думаю, что твои матчи с такими гостями на трибунах, это еще в будущем такое обязательно случится. А скажи, пожалуйста, все-таки тебе удалось для себя понять, что это за покрытие такое, трава? Потому что все, в принципе, в туре говорят, что это специфическая история. Ну и ты сама тоже рассказывала, что трудно приспособиться и к отскоку, и ко всему. Но вот сейчас уже ты поняла, в чем фишка? Да, ну я приблизительно поняла суть этого покрытия, но на самом деле там много кто сравнивает траву там с грунтом по отскокам, кто-то сравнивает там с... Грунтом? Да, но я слышала сравнение именно по отскокам, то, что неровные отскоки. Слышала то, что говорили, то, что похоже на Тарафлекс. На самом деле ни одно из двух, и вообще не похоже ни на какое другое покрытие, на котором я играла. Я считаю, что это не совсем корректно сравнивать, потому что вот совсем все по-другому, совсем другие ощущения. Так что это вот такое действительно уникальное покрытие. Ну и мне оно понравилось все-таки к концу второго турнира. Можно сказать, что оно стало любимым или все-таки нет? Ну, я не знаю, было только 2 турнира, но пока что, наверное, любимое на ближайший период. Ну, пока, мне кажется, все логично. А что если не трава? Давай немножко поговорим о твоем детстве, о том, как все начиналось и как зарождалась твоя любовь к теннису. Ты из Владивостока, правильно? Соответственно, там начала играть в теннис. Тебе было 5 лет, верно? Ну да, там 5-6 лет я начала играть. Что-то вот из того периода ты помнишь? Какие-то, может быть, вспышки, как ты попал на корт? Какая у тебя была ракетка? И насколько тебе вообще нравилась вся эта история? Или это больше с подачи родителей все происходило? Ну, у меня папа тренер, конечно, меня просто привели по факту на корт, там не было особо моего выбора никакого, но, конечно, потом я уже включилась в процесс, я помню, что я играла с самого детства баллатами, никогда не меняла ракетку, у меня самая старая модель пурдрайва, которым я играю сейчас, это самая моя первая ракетка, это тоже забавный факт. И я помню, что мы играли на корте, он у нас там располагался вот прям среди дворов, это один корт, он был как бы общественный, и особо на нем никто не играл, там очень старое покрытие, сейчас, наверное, вот кто-то бы из москвичей, возможно, увидел бы, просто ужаснулся, что это за корт, сказали бы, что это просто негодность, но у нас до сих пор на нем играют. Ну, это общественный корт. Есть ли вообще в Владивостоке все еще общественный корт? И, в принципе, как в городе дела обстоят с теннисом? Насколько, по твоим ощущениям, развивается этот вид спорта? Ну, я думаю, относительно моего детства все-таки там построили уже как минимум 2 клуба, насколько я знаю. Ну, то есть вот один клуб, там 4 корта, насколько я понимаю. Я там была, вот тренировалась. На самом деле, очень хорошие корты. И у нас еще в университете там построили корты тоже уличные, я там тоже играла, но они еще, я так понимаю, в доработке, потому что где-то там судейских вышек нету, но я думаю, что все-таки развивается относительно там моего детства, думаю, все-таки больше стало. А есть какие-то воспоминания о первых турнирах, вот когда ты впервые именно играла на счет, именно на соревнованиях, как это все переживалось внутри? Да, но такие обрывочные, на самом деле, воспоминания. Забавный факт, то, что у меня самый первый матч в моей жизни, я выиграла первый гейм, у меня девочка снялась. Она сказала, я играть не буду. И я думала, что потом у меня так тоже в жизни будет, но, к сожалению, я очень расстроилась, когда на следующем матче у меня никто не снялся после того, как я один гейм выиграла. Так. Вот, и я поняла, что уже так просто не будет. Это, наверное, такое самое яркое воспоминание с того турнира. Я его выиграла, кстати. Ну, хорошее начало было. Да. Ну, а когда ты почувствовала, что вот теннис — это какая-то твоя именно история, не то, что там папа тренер, и поэтому я занимаюсь теннисом, у меня нет другого выбора, что вот тебе самой это нравится, что тебе хочется в этом развиваться? Но мне кажется, я это почувствовала после такой, наверное, одной из самых, наверное, важных побед в моей карьере, возможно. Это когда я выиграла Тарп до 14 лет. И, наверное, вот тогда я подумала, что вот, возможно, правда, теннис, возможно, там мое будущее будет связано очень тесно с теннисом. Ну, это такое осознание больше было. То есть я всегда понимала, что будет связана жизнь с теннисом, но вот когда я выиграла Тарп, мне показалось то, что вот я уже могу стать совсем профессиональным игроком там и играть прям в туре. У тебя было 13 лет, наверное. Сколько было тебе? 13. 13 лет. Но это, на самом деле, турнир с очень богатой историей. Да. И огромное количество игроков, которые впоследствии добились больших, очень серьезных результатов, начинали как раз-таки именно с Тарба. А расскажи, пожалуйста, о том, когда вы решились вместе с семьей, с родителями, да, на переезд в Москву, в Химки, как ты попала в Академию Александра Островского. Это было в 2019, верно? Да.
2019 летом, тогда мы еще не собирались прям переезжать, мы же поехали только на отбор в «Авангард», то есть не было еще четкого понимания, что перееду, и на самом деле у меня достаточно обрывочные воспоминания с детства, то есть я не помню там каких-то своих ощущений, я просто вот помню, мне сказали, я просто летела там, делала, играла, если мне сказали, иди играй, я шла и играла, и я пошла на 2 отбора, на оба отбора я пришла с перелетов. Первый отбор у меня там был с перелета с Владивостока. Это там долгий достаточно перелет и смена поясов. И я его не прошла, я не попала в «Авангард». Это была программа тогда. И со второго отбора я все-таки прошла. То есть, ну, как бы со второй попытки. Да. И потом надо было принимать решение все-таки. Это, мне кажется, для ребенка, понятно, и для родителей, но если с позиции ребенка говорить, это тоже большие перемены. У тебя все равно во Владивостоке своя жизнь, какие-то друзья. А вот ты помнишь, насколько тебе было легко или сложно Мне кажется, на самом решиться? деле просто повезло в каком-то плане с возрастом. Это, наверное, еще был не совсем осознанный возраст. То есть, вот мне кажется, если бы я пережила на год или на 2 позже, было бы гораздо тяжелее с этим моментом, но я думаю, что мне далось это скорее легко, чем тяжело. Именно в плане там друзей и прочего. Я очень скучала по маме, потому что мы практически не виделись там за 2 года. Но вот, Извини, пожалуйста, ты да, переехала с папой, я правильно да, понимаю? только с папой. Мама осталась в Владивостоке. Да, как и все родственники. То есть вот я жила только с папой в Москве. Ну, в принципе, это все, что я помню. Я говорю, что для меня не было такой проблемы смены окружения, вот только очень сильно скучала по родным и близким, а именно в плане окружения, то есть не было такого некомфортного какого-то состояния. А тебе сколько лет было? А, 9-10? да, 9-10 лет. 9-10. А есть ли какие-то воспоминания о том, как вот начался тренировочный процесс именно в новом месте, с другими людьми, вообще в другой атмосфере? Как это ощущалось? Да, я помню то, что, ну, конечно, я не тренировалась ни с кем особо, кроме моего папы, поэтому для меня было, конечно, непривычно то, что кто-то другой ведет тренировку, и первое время на меня прикрикивали за то, что я приходила на тренировку, я вообще не улыбалась, я постоянно была прям серьезным лицом, прям супер серьезным лицом, мне постоянно говорили то, что я как на похоронах на тренировке прихожу, и со временем все-таки это исправилось. То есть просили, чтобы Да, что чуть более, больше более радости, да? позитивное, да. А ты вообще по характеру, ну вот насколько, не знаю, интроверт, экстраверт? Потому что, мне кажется, это же от этого зависит. Но если просто не хочу Ну, я улыбаться, я не думаю, буду что улыбаться. что-то среднее, на самом деле, в зависимости от обстоятельств. Опять-таки, я бы не сказала, что я прям супер активная, но и не супер закрытая тоже. Что-то среднее. В общем, если чуть-чуть помочь, то можешь и Да. как-то чуть больше открыться миру. Расскажи немножко про тренеров, с которыми ты работала, потому что, да, про папу мы понимаем, сейчас ты с папой, папа твой тренер, правильно же я Да. понимаю? То есть как бы вернулись к этой истории. Но все-таки на твоем пути были и другие специалисты, и мне кажется, можно про них тоже рассказать, потому Да, что конечно. у тебя впереди, я не сомневаюсь, прекрасная карьера, но сейчас уже есть вот это достижение, есть победа на юниорском Уимблдоне, и мне кажется, можно поговорить еще о людях, которые тоже внесли свой вклад, да, в этот успех. Да, конечно, всегда очень важно о всех людях разговаривать, потому что на самом деле только вот даже там, ну не только, а после победы в Уимблдоне я особо сильно прочувствовала, что каждый человек, который стоит за мной, любой человек, который со мной работал, это особый вклад, то есть все внесли какой-то вклад в меня и в эту победу. И первым моим тренером в академии стала Татьяна Сергеевна Жуковская. Я с ней проработала 3 года, если я не ошибаюсь. Мы ездили по турнирам, и вот, наверное, какие-то первые победы именно... Я постоянно играла по старшим, то есть там на 2, на 3 года старше играла. И вот первые какие-то победы там на российских теннисных турнирах я с ней совершила, какие-то первые победы на ТЕ. То есть, и, конечно же, это очень большой вклад. На самом деле, как и каждый из моих тренеров, и каждый человек, который со мной работал, это большой вклад. И я очень ценю, что эти люди меня поддерживают и по сей день, там поздравляют и пишут очень теплые слова. Это всегда очень приятно. И вторым моим тренером был Дмитрий Новиков. Мы тоже по сей день как бы на связи. Тоже так же человек меня поздравлял. И мы работали уже, по-моему, 2 года. И как раз-таки тоже там какие-то турниры ТЕ я в этот момент выигрывала. И тоже, конечно же, очень большой вклад, опять-таки. Спасибо большое.
И вот тренер, который я работала последний, он до сих пор, Георгий мы в очень Салдин, хороших да? отношениях, мы по сей день, я могу поехать в Дубай там перед турнирами, у нас Это есть там тоже филиал, есть филиал да, филиал Академии Александра Академии, Ростовского, да. и вот когда я езжу там условно для того, чтобы подготовиться к климату, который там, может быть, будет в Египте, потому что очень похожие климаты, то, конечно, вот он меня там с радостью принимает, и я думаю, что мы уже стали чем-то большим, я думаю, что это ощущается уже как семья, когда вот ты приезжаешь, и как будто вот какой-то родственник тебя уже встречает, тренирует, и у нас очень теплые отношения, и тоже спасибо ему большое. Но это на самом деле здорово, что еще и удается поддерживать связь с тренерами, с которыми, ну, сейчас уже тесно не работаешь. А скажи, пожалуйста, вот на протяжении всех этих лет, что ты тренируешься, играешь в турниры, как часто были моменты, когда тренеры вот именно, ну, вот в техническом плане что-то хотели сильно, скажем так, поменять? Потому что, ну, теннис такой вид спорта, очень как будто разные взгляды могут быть на многие Да, вещи, да, если мы вот про технику говорим, ну, согласись, тут как бы вариантов очень много. правда, очень много, и один может видеть так, другой по-другому, а ты можешь чувствовать вообще там, что это, я не знаю, не совсем твое движение. Да. Как вот часто бывали такие моменты, что, ну, было сложно понять вообще, что делать дальше, именно в техническом плане? На самом деле, технически, наверное, таких моментов было не так много, но, опять-таки, чаще всего папа-тренер у меня всегда оставался дома, и всегда вот взгляд и мнение моего папы на вещи, он стоял для меня всегда в авторитете в каком-то особенном. Поэтому если мне давали какую-то подсказку, с которой я как бы не знала, согласиться или нет, я всегда шла к папе и вот слушала его мнение. И то есть если он говорил, да, там надо это сделать, то я слушалась. А если какие-то были недопонимания, то я не слушалась просто. И, наверное, именно поэтому просто тяжело тренерам со мной работать из-за того, что тяжело, когда мнения не совпадают, потому что если мнение папы условно одно, а тренера другое, то, конечно, очевидно, что я буду слушать папу, и да, Ну да, просто возникает игроку же, просто недопонимание иногда. да, игроку нужно какую-то сторону тоже принимать, и когда вот это несовпадение происходит, это, наверное, сложно. А, понимаю, что, предполагаю, вернее, что работать с папой тренером это непросто во Да. многих смыслах. Но как вы пытаетесь, да, находить общий язык и выходить из каких-то ситуаций, потому что наверняка и какие-то конфликты возникают, и разные ситуации, как вот это все переживается внутри. И какую роль играет мама, кстати? Ну, начнем с мамы. Мама, на самом деле, у меня просто старается не лезть во все это дело, потому что я так знаю то, что у меня есть человек, который достаточно во всем этом позаботится. И мама у меня всегда была больше в сторону образования, больше в сторону каких-то культурных ценностей. То есть мы там с ней можем сходить в театр, можем сходить на выставку. И она, наоборот, разбавляет мою жизнь как бы подальше от теннисной, потому что и так есть уже один родитель, который полностью мне теннис, теннис, теннис. Поэтому это я считаю, что важно, чтобы один из родителей хотя бы не полностью грузил голову теннисом, потому что иногда бывает перебор этого всего, потому что все-таки каждый день очень много часов, и нужно иногда отдохнуть. Ну, то есть, ну, и мама может такую функцию громоотвода еще на себя взять, даже если там какие-то спорные или сложные ситуации, да, есть мама, которая так разрулит. Да, Скажи, пожалуйста, насколько я понимаю, Марию Шарапову можно считать таким неким ориентиром для тебя. да, В целом тоже в ее карьере папа, по крайней мере, в начале, ну даже не только в начале, на самом деле на очень да. продолжительной такой части ее пути играла очень важную роль. Вот можно ли сказать, что и здесь сейчас тоже именно Шарапова кажется себе вот каким-то ориентиром? Да, ну, я считаю, что Мария — это игрок, которым я буду восхищаться всегда, то есть вне зависимости, сколько лет Прежде всего, пройдет. что тебя восхищает? Ну, конечно, во-первых, меня очень трогает то, что у нас похоже в каком-то смысле истории с ней. И, конечно, ее активная игра, ее поведение. Вот меня всегда абсолютно все, что касалось Марии, меня всегда очень сильно вдохновляло, и она, ну, для меня, наверное, самый большой авторитет, самый большой кумир. А из тех, кто играет сейчас в туре, есть ли такие м, личности, которые тебя вдохновляют прям? Ну, я думаю, это Арина Соболенко, тоже активный теннис. Это одна из причин, и я вижу ее очень искренним человеком. Конечно, мнения разнятся, но мне кажется, что Арина очень искренний и хороший человек, и я бы с ней пообщалась с удовольствием. И Елена Рыбакина, я думаю, тоже. Все-таки такой активный теннис — Да. наш выбор.
Да. Да. Кстати, на Умблдоне вот сейчас удалось ли с кем-то пообщаться из игроков? Ну, я так понимаю, когда был бал, вы фотографировались, есть фотографии с Яником Синером, с Линдой Да. Носковой. А может быть, с кем-то еще из игроков Про-тура как-то ты пересекалась, А, перекинулась парой Ну, мы фраз? только вот пересекались, но на самом деле, так как мы находимся в одной зоне с проигроками, мы стараемся сохранять к ним максимальное уважение. Не хочется лишний раз подходить и пользоваться тем фактом, то, что мы с ними в одной зоне, так что нет, такого не было. Я думаю, что так всем лучше, потому что все-таки должна быть какая-то конфиденциальность, а то там и в раздевалках еще подходить, еще разговаривать. Так что я думаю, это не очень хорошо для личных границ. Очень деликатная позиция. Многие игроки, многие теннисисты говорят о том, что когда они выходят на корт, это вот один человек, да, когда матч заканчивается в жизни, это вообще совсем другой человек. И на самом деле таких примеров, ну, немало в туре, когда ты видишь, что может происходить с человеком на корте, как он может себя вести, и как потом, спустя какое-то время, он дает интервью, и это просто вот действительно два разных человека. И ты думаешь, как такое возможно? Но, видимо, теннис как-то вот раскрывает вот эту вот альтернативную сущность, не знаю. А бывают ли у тебя какие-то такие именно ощущения, что вот есть Аня Пушкарева теннисистка, есть Аня Пушкарева, не знаю, просто человек другой какой-то? Но я не считаю, что у меня прям это как-то ярко выделяется, потому что на корте я стараюсь себя вести более-менее сдержанно и не показывать каких-то эмоций, но все же в любом случае на корте я гораздо более раздражительная. В жизни, на самом деле, чтобы вот меня прям и вывести из себя, это нужно Сложно, постараться, да? да. Ну, потому что, на самом деле, столько стрессовых ситуаций в связи со спортом, там, не знаю, рейс, там, например, ты пропустил или что-то подобное. Вот, например, меня такие ситуации совсем из колеи не выводят, а кого-то выводят. Но вот на корте вот все что угодно может вывести из себя, и вот приходится прям себя контролировать. То есть вот, я не знаю, кто-то там похлопал лишний раз, и все, и ты уже там на взводе совсем. Такое бывает, но я не считаю, что я прям сильно отличаюсь на корте и за кортом. Кстати говоря, как ты, ну, если, вернее, ты как-то работаешь вот со своим ментальным именно состоянием, был ли опыт работы с психологом, и вообще, как тебе кажется, нужно ли это в современном туре? Но прежде всего хочу сказать, что, конечно, это играет не то, что немалую роль, на самом деле это очень большую роль играет. И, ну, потому что на нас столько давления оказывается, каждый день столько часов работы, и так как у нас еще полный сезон, очень большой, очень длинный, и вообще в целом, если посмотреть на статистику, очень много поражений может быть, то есть никто не выигрывает турнир за турниром, поэтому у нас очень много поражений. И, конечно, с ними нужно учиться справляться, и это очень тяжело, и я думаю, что каждому нужен на самом деле психолог, потому что это правда очень большое давление, это правда очень тяжело. И другой вопрос какой был? Вот у тебя был опыт, да, работы с психологом, я так Да. понимаю, именно когда ты попала в академию. Расскажи немножечко, как это, сколько тебе было лет, и Если как не сейчас ошибаюсь, это обстоят где-то дела? период 11-12 лет. Мы вот, по-моему, у нас это в четверг были занятия, либо в четверг, либо в среду. У нас там перед группой мы забегали там на полчаса к психологу, там группа из 3 человек нас разделяли. И вот мы занимались с психологом. На самом деле мне тогда нравилось, и какие-то упражнения мне, правда, помогали. Сейчас я ими уже не пользуюсь. Возможно, я из них выросла, а возможно, мне просто нужно подбирать что-то новое. Но вот в моменте, правда, помогали. Но сейчас ты не работаешь с психологом? А Ну вот, сейчас нет. на данный момент нет. Да, на данный момент нет. А как ты относишься вот к истории с визуализацией? Потому что, опять-таки, многие спортсмены и теннисисты, в частности, рассказывают о том, что сейчас используют этот инструмент, и когда маленькие были. Ну, то есть, наверное, все равно начинается в детстве, Да. когда ты ребенок и пытаешься себе рисовать вот какие-то картины. И когда ты уже становишься старше, это вот превращается именно уже в какой-то такой, ну, полноценный инструмент. Как у тебя с этим дела обстоят? На самом деле, я думаю, что визуализация это очень важно, но для меня это как такая мотивация, то есть до каждого турнира ты там, когда, например, бегаешь какой-нибудь кросс, постоянно там думаешь, о чем ты представляешь. Но на самом деле, конечно, все мы хотим выиграть, это то, почему мы играем. И я считаю, что визуализация это, конечно, один из основных инструментов, потому что лично мне это добавляет просто очень много мотивации. То есть я вот вижу какие-то картинки у себя в голове, и мне То ты можешь это хочется... нарисовать, да? Вот закрыть глаза и Да, у представить, меня с что воображением все очень хорошо в выхожу этом на плане. центральный корт Умблдона, и все Да, и, хорошо. конечно, я и Уимблдон очень хотела выиграть. Еще там с первых дней я тоже представляла, как это будет у себя в голове. Там еще, кстати, какая-то же история с рисунком, Да, да? Расскажи немножко. Ты когда-то нарисовала кубок
Уимблдона. Да. В общем, когда мы ехали в Питер на турнир до 13 лет первой категории, как раз-таки с Татьяной Сергеевной Жуковской это было в Сапсане. Я не помню, это мне сказали рисовать или я сама нарисовала. Если честно, я вообще до того момента, пока мне не скинули эту фотографию, я вообще не помнила о том, что я что-то рисовала. И там даже самое смешное не то, что я нарисовала кубок именно Уимблдона, что тоже как бы удивительно. Я написала год, и там написано 2026. Совпадение? Да, на самом деле очень серьезное совпадение, и я уже отшутилась то, что, видимо, моей ошибкой было то, что я не написала, что это взрослый Уимблдон, потому что по моим очень амбициозным таким расчетам в 12 лет это я уже была уверена, что я выиграю взрослый в 17, потому что я... Ну, как Шарапова. Да, я посмотрела, думаю, ну вот она выиграла в 17, получается так, 2026 год мне будет 17, отлично, Уимблдон взрослый. Нет, ну, мне кажется, уже, смотри, схема отработана. Просто сейчас в удобное время берешь листочек, рисуешь, пишешь год и Теперь я буду точно забываешь. больше рисовать. Забываешь про этот рисунок, а потом, ну, как бы все по Да. схеме происходит. А скажи, пожалуйста, как вообще ты переживаешь поражение? Потому что ты сама совершенно справедливо отметила, что теннис так устроен, что, ну, как ни крути, ты очень много проигрываешь. То есть ты можешь и хорошо играть турниры, и выигрывать, но все равно, не знаю, мне кажется, только в теннисе вот это есть, что ты очень много проигрываешь. Да. Например, Новак Джокович рассказывал, что он просто заставляет себя пересматривать матчи, которые он проиграл, говорит, что я не могу. И вот особенно момент, когда я иду к сетке, пожимаю руку, зная, что я проиграл, я на это смотреть не могу. Но я заставляю себя смотреть какие-то ключевые моменты, где я что-то сделал не так. Но никогда не смотрю вот именно момент, как я побежденный, да, иду пожимать сопернику руку. Как с этим у тебя дела? Что тебя может вообще поддержать после поражения? На Что самом тебе может деле, помочь? очень относительно, мне кажется, то, что именно индивидуально каждому матчу. На самом деле, это смотря на то, как я провела свой матч, потому что я уже отмечала то, что для меня в последнее время стало самым главным не то, что в первую очередь там выиграть, а именно важно, как выиграть. То есть если я выхожу с корта и понимаю, что я выложилась, то, что я сделала там лучше, что я могла на сегодняшний день, то, возможно, я и не буду так сильно расстраиваться. Но вот если это какой-то, правда, провальный матч, ну вот бывает у нас такое, то есть невозможно постоянно идеально играть, и вот когда ты выходишь с какого-то провального матча, то, правда, вот можно впасть в каком-то в плане депрессивное состояние на какой-то период, но опять-таки очень относительно. То есть я могу вспомнить какие-то примеры, после которых я, правда, там отходила очень долго. Такой пример — это первый проигрыш на шлеме юниорском у меня был. Я вела 3-0 в третьем сете и проиграла этот матч. Вот это для меня был очень обидный проигрыш, наверное, чуть ли не самый обидный, возможно, в моей жизни. Я очень долго отходила, наверное, вплоть до месяца, возможно, я отходила. То есть просто постоянно думала об этом. То есть это не значит, что я сижу там и плачу, условно, весь день на кровати, но просто очень много мыслей было по этому поводу. И вот прям со страхом эту Австралию вспоминала. Но в большинстве случаев отхожу, на самом деле, достаточно быстро. Ну, потому что это требует наш вид спорта, потому что Ну, уже иначе скоро следующий да, турнир, да. не вытянешь долго, действительно. А есть такое, что поражения запоминаются лучше, чем победы? Или нет? Да. Есть такое, да. Ну, вот какие-то особенные поражения, опять-таки. То есть, если вот как-то ты там вел и проиграл, или точно знал то, что вот я там должен выиграть, и ты в итоге проиграл, то, конечно, такие поражения очень надолго запоминаются. Но какие-то яркие победы тоже, тем не менее, присутствуют. Но все-таки тоже очень относительно. Я говорю, конечно, я там не забуду победу свою на Уимблдоне никогда. Нет, ну это естественно. Но я так в целом имею в виду, что просто, мне кажется, еще и мозг Да. теннисиста, он немножечко так специфически устроен. Все равно эта жажда самокритики какой-то, ты все равно вот как будто у тебя заноза уже какая-то есть в голове. Ну как я мог, там уже прошло столько времени, да, но я там вел 3-0 в решающем, как я мог проиграть? Вот Да, что-то но такое. проигрыши очень хорошо, правда, запоминаются. Я до сих пор, у меня какой-то, например, похожий счет. Я помню, я проиграла матч с матчболов с определенного счета, и вот у меня был точно такой же счет на другом матче, и все, и меня начинает трясти. Клинить, да? Я думаю, господи, как просто попасть в корт нужно, и прям очень сильно клинит, потому что прям вспоминаешь, вот это все прокручиваешь в голове. И тоже забавно то, что на Умблдоне у меня, начиная, получается, с третьего круга все матчи были по 3 сета, и вот каждый раз в третьем сете у меня вот что Австралия, что Гарос, юниорские мои поражения, все было, я вела в третьем сете и все проиграла. То есть на Австралии это было 3-0 в третьем сете, на Ролан-Гаросе это было 5-3 в третьем сете. И я каждый раз, когда вела в третьем сете, я вспоминала то, что вот я проиграла уже 2 раза, думаю, ну нет, пожалуйста. И мне тоже начинало очень сильно так трясти.
то же самое. Ну, возможно, это было видно в финале, когда я там 40-0 веду и тоже не могу вот завершить этот матчбол. Тоже у меня были мысли, то, что уже все сейчас станет 5-5, и там, не дай бог, проиграю. Ну, кстати, вот в такие моменты тебе скорее помогает то, что ты играешь на... Вы же на первом корте играли, да? Да. То есть это очень крупный корт, крупная арена, много зрителей. Вот все-таки вот этот фактор, атмосфера, он скорее помогает, так тебя чуть-чуть поддерживает или наоборот чуть больше давления добавляет? Опять-таки думаю, что может быть и так, но лично для меня именно в этом финале, именно в тот день это было огромным плюсом, потому что у меня было гораздо больше мотивации играть, то есть я оглядывалась на трибуны, чувствовала эту атмосферу, чувствовала энергию от людей, которые меня поддерживают, потому что их было очень много. И, конечно, мне хотелось выдать лучший теннис, который я могу, мне хотелось как можно дольше играть на этом корте, как можно дольше розыгрышей, то есть даже если проиграть, просто как можно дольше играть. Ну, собственно, получилось, судя по самому долгому финалу в истории, Да, так да, что... да. Ну, вообще очень мудрые, на самом деле, мысли, потому что, мне кажется, тренеры часто об этом говорят, что, мол, не думай о результате, главное, какой теннис ты показываешь. Вот Мгм. то, о чем ты говорила, это очень кажется просто, Да. но на самом деле это, мне кажется, совсем не просто. И наверняка тоже не сразу к этому пришла. Ну вот Да, не то, что конечно. выиграла, главное выиграла. Нет, все-таки важно, чтобы ты вот свою игру показала и сделала то, что там должна была сделать Да, именно но в я говорю, теннисном прежде плане. всего, наверное, для нашего вида спорта это самая правильная позиция, опять-таки, из-за количества поражений, потому что, ну, для меня лично, когда я циклюсь на победе, для меня это хуже, потому что это создает для меня больше гораздо давления, вот для меня самой. То есть если я... Когда ты циклишь, вот что, надо победить любой ценой, ну, Да, условно, условно. если я хочу выиграть, вот такое бывает, знаете, как говорится, от большого желания, и вот тоже бывает там пережмет где-то очень сильно перенервничаешь. В общем, для меня это тоже лишнее давление, я просто стараюсь концентрироваться на том, чтобы просто выйти и сделать, что должна, а там будет как будет. Ну да, делай, что должен, и будет, что будет. А есть ли вообще что-то такое, что тебя в теннисе бесит? Ты можешь М, не сдерживать себя. Но на самом деле, даже не знаю, что конкретно выделить. Ну, вообще, Что вот при наверное, самая футбол. основная вещь это то, что у нас весь сезон идет практически подряд, и непонятно, в какой момент ты должен отдохнуть среди всего этого, потому что турниры, правда, постоянно. У нас очень короткое вот это межсезонье, потому Да, что у нас давай там... скажем, что у юниоров тоже. Ты же Да, пока все-таки в основном по юниорам играешь, да. правильно, да? То есть мы часто говорим о том, что в Про-туре, да, там конец ноября — это возможность отдохнуть, начало декабря, дальше все начинается по новой. Юниоры живут, по сути, Точно в ну, таком же графике, если потому что ты... турниры юниорские, Да. они тоже вот так же, абсолютно такой же календарь практически. И у нас тоже там даже не месяц отдыха, наверное, там буквально какая-то неделя есть, которая вот может освободиться, потому что тебе надо уже с начала декабря проводить предсезонку перед Австралией, перед этой серией, а до ты играешь тоже какие-то турниры азиатской серии и так далее. Очень много турниров. И вот я тоже до сих пор не понимаю, в какой момент нужно впихивать этот отдых, А ты какой-то отпуск. стараешься, вы стараетесь вот по ходу сезона еще делать паузы? Ну, какие-то паузы у меня просто чаще всего вот проходят просто там я с турнира прилетела, там дня 4-5 отдохнула, и Просто вот опять в это без процесс. тенниса. Это 4 дня без тенниса, да, Да, но условно, там, опять-таки без там УФП. ходить на ОФП, на А. какие-то мобилити можно начинать чуть-чуть раньше. Но опять-таки просто очень многие там врачи, в частности, очень часто спрашивают, а когда у тебя был отпуск, и вот ты просто начинаешь вот так судорожно искать эту дату, когда у тебя был отпуск, и понимаешь, что его, ну, по сути, это и не было. А что ты делаешь и что ты себе говоришь, когда вот наступает момент, если наступает такой момент, все, не могу, не хочу, завтра тренировка, ну нет сил просто, пожалуйста, можно я не пойду на тренировку? Иду на тренировку. Но такое бывает. Ну, конечно, бывает. Это бесконечная рутина. В любом случае, мы очень много тренируемся, и я считаю, что любой нормальный человек такой рано или поздно чувствует, и в такие моменты, конечно, важно преодолевать себя, идти на тренировку и все равно работать. Ну, я считаю, это абсолютно нормально, то, что такие моменты наступают. Я думаю, они у всех наступают. А давай немножко, кстати, про объемы поговорим тренировочные. Вот, допустим, ты готовишь турнир у тебя там, не знаю, через 2 недели, да? Это же значит, что сейчас какая-то вот активная фаза подготовки, вот пиковая Да. нагрузка. Как строится твой день? Примерно. Ну, обычно это одна тренировка, ну, допустим, то есть я не буду точно говорить, то есть это 2 часа тенниса утром, там между ОФП ставится либо вечером после второй, и вторая тренировка тоже 2 часа. То есть 2 тренировки Да, теннисные 2 по 2 тренировки часа, по 2 плюс часа. ОФП
1,5 где-то. 4, ну, в районе 5,5-6 часов в Да. день. Итак, 6 дней. 5 дней в неделю, суббота — это одна тренировка 2 часа и там ОФП какой-то типа час. Мгм. А кросс вообще любишь бегать? Я да. Да? Да, На потому что, самом мне кажется, деле, это очень от темперамента зависит. Для кого-то это да, прям в кайф, там, пробежать, не знаю, час или сколько да. нужно. Кому-то это просто нет, что угодно, только не это. Да, у меня напарница, с которой играла пару на Умблдоне вообще на всех шлемах, она вот прям ненавидит кроссы, прям ненавидит бегать. Но для меня, например, это не проблема. То есть вот если наушники, все хорошо у меня тогда. Ну вот если без наушников, конечно, это очень тяжело, это просто очень рутинно. Но мне, наверное, больше всего даже нравится просто бегать вот без какой-то цели. Что у тебя точно будет в плейлисте? Можешь пару треков назвать, когда ты бегаешь? Точно в плейлисте. Ну вот я сейчас прям не скажу, потому что постоянно меняется тоже. Но у меня Ну, это огромный что-то плейлист. танцевальное скорее. На самом деле все мешается. Какие-то мотивационные треки, чтобы там добежать уже последний этот А километр мотивационный трек — бросить. это что, например? Ну, для меня это Imagine Dragons какие-то из А, разряда такого. Ну, для меня это мотивационные треки, именно по так, звучанию, сейчас по мы своему. закончим, я послушаю. Так, ну мы начали с того, что бесит в теннисе. Ты сказала про календарь плотный, но я так понимаю, что-то еще, в принципе, тут есть, А, чтобы... ну, не знаю, наверное, из того, что я бы изменила, возможно, это чуть подольше переходы между геймами, потому Да? что для меня Серьезно? именно на Умблдоне для меня это очень сильно ощущалось, потому что у тебя есть минута, там же, ну, только на Умблдоне, по сути, там засекается таймер, ты видишь, сколько идет Извини, время. пожалуйста, а почему тут не везде? На Нет. других шлемах не засекают? Так четко не следят, А, ты имеешь в ну, виду? не, я имею в виду на других шлемах тоже, на остальных турнирах нет такого. Все, поняла. То есть я вижу прям таймер, то, что мне нужно там быстрее идти, условно, минута этого отдыха у нас есть. Ты пока дошел за полотенцем, и когда ты пришел к лавочке, остается 30 секунд. Ты пока взял воду в руки, 15 секунд. Ты просто сидишь и вскакиваешь обратно и идешь. Наверное, я бы все-таки чуть-чуть подольше бы посидела. Ну, в некоторых обстоятельствах. Иногда там более легко 2 гейма прошли, иногда так тяжело, то, что вот правда не хватает парочки секунд хотя бы лишних. Это интересно. Хотела тебя спросить, как раз, если бы можно было что-то изменить в правилах тенниса, что бы ты изменила? Но это, наверное, один пункт был бы, да? Да, думаю, да. А может, что-то еще? Ну, я считаю не совсем корректным, возможно, правило то, что врача нельзя по судорогам вызывать, потому что в любом случае это, ну, медицинская проблема. Ну и как мне играть, если у меня судорога? Ну, правда, что мне сделать? То есть, и чтобы там врач пришел и хотя бы размассажировал. Ну, я считаю то, что это очень странное какое-то правило. Я пока не нашла аргумента в пользу него, потому что судорога — это такая же проблема, причем очень серьезная, когда ты, правда, не можешь там контролировать какую-то часть своего тела. И я считаю, что было бы корректно, если бы можно было вызывать врача по такому поводу. Ну, это действительно кажется очень логично, потому что, опять-таки, сейчас ситуации такие бывают, но со Да. стороны может казаться, что это судорога, но игрок просит врача и говорит, что у меня там, не знаю, забилась мышца или что-то другое, но соперник понимает, что это судорога, все понимают, что это судорога, получается вроде какой-то, ну, абсурд, который, наверное, не Да. очень... Ну, судороги — это очень частое явление. Мы играем матчи в такую погоду и в В таких юниорском туре тоже обстоятельствах. часто Да, случается. ну, я вижу, у меня, слава богу, такого не случалось еще пока что, правда. Это не дерево. Ну, ладно. Ну, И, в общем говоря, ну, я считаю, что это, правда, очень странное правило. То есть, и понятно, почему игроки так делают, но нужно же как-то выпутываться из этого. Правда, ты не можешь играть на 100%, когда у тебя отказывает одна часть тела. но вот в юниорском туре, насколько я понимаю, тоже эти ситуации часто происходят, потому что, опять-таки, мы-то по телевизору только Да. следим за про-туром и видим, что этих ситуаций становится, ну, как мне кажется, все больше. Да, А у юниоров все то же самое. Ну и, собственно, правила те же действуют, тоже ты не можешь, правильно да. я понимаю? Ты Не ну, как можешь. бы не Ну, имеешь чаще всего права. просто говорят, там ногу потянуло, просто нужен там массаж А. ноги и так далее. Ну и врач приходит. Да, но судороги, правда, часто вижу. Ну, у мальчиков, на самом деле, гораздо чаще вижу, да. То, что мальчики там валяются на корте, за ногу схватились. Вот это частая картина, даже там на пятнашках и вообще на юниорских турнирах часто вижу. А ты уже потихоньку начинаешь играть в взрослые турниры, правильно же? Да. Даже у тебя был финал, Да, финал. да? Расскажи, пожалуйста, вот об этой истории. Это был Египет, Шарм-эль-Шейх, получается, если не ошибаюсь, это был ноябрь, и я играла в финале как раз-таки против китаянки, против которой играла в финале Умблдона. Да, я проиграла. Ну, зато кое-что поважнее выиграла, да, наверное? Ну да, если выбирать, все-таки. А
уже, наверное, есть возможность немножечко хотя бы сравнить, да, атмосферу, уровень тенниса и вообще все остальное юниорского тура и тура профессионального. Понятно, это только твои первые шаги в Да. про-туре, но все равно я думаю, что уже какие-то наблюдения есть. На самом деле, я считаю, что 15-тысячники — это не совсем тот уровень, на котором я могу прям сравнивать, потому что для того, чтобы увидеть всю глубину женского тенниса и, ну, реального тенниса, в котором ты потом будешь играть в туре, я считаю, что это должны быть гораздо более высокие категории, и Ну, понятно, это 15-тысячник, да. будет чуть позже, но пока вот так какие-то первые именно шаги. Но много таких же юниоров, как и ты, я так понимаю, Да. да? На самом деле, чаще всего встречаешь более-менее знакомые лица, то есть более-менее свой возраст. В общем, я считаю, что пока я не могу Пока рано, да? ничего много сказать, потому что все-таки тот теннис, про который мы говорим, женский теннис, он начинается гораздо на более высших категориях. Ну, для меня лично, может быть, кто-то сказал бы, что все меняется, но я бы так не сказала для себя. То есть пока, по твоим ощущениям, вот 15-тысячники, да, это по сути как вот продолжение юниорского тура, потому что, опять-таки, много В соперниц тех каком-то же, я плане, в правильно каком-то понимаю? плане, да. В этом сезоне ты планируешь, ну, если все будет хорошо, сыграть US Open Да. юниорский, да, и будет, ну, у тебя точно должна быть 8 итоговая, Ну, правильно? вроде бы я должна туда попасть. Вроде бы. Но все-таки уже будете фокусироваться именно на взрослых турнирах. Да, конечно, мы планируем, ну, очень большой упор сделать на взрослые турниры, и дай бог, если где-то там что-то получится, то выше и выше категории брать, потому что мы считаем то, что нет смысла долго на 15-тысячниках останавливаться. Вот. Но все равно есть уже ощущение, что как-то вот в юниорском туре там мальчики с девочками как-то, ну, веселее, не знаю. А тут, ну, больше же все-таки турниров, которые отдельно женские, отдельно мужские, другая вот в этом смысле атмосфера. Или Да не принципиально в целом. Но, конечно, бывает такое, что на 15-тысячнике там в Шарм-эль-Шейхе ты чувствуешь себя просто одиноко. Если там никто из твоих друзей не приехал, ты, правда, себя чувствуешь одиноко, и как будто на какой-то вражеской территории, ты не знаешь, с кем тебе потренироваться, всем там пишешь, все уже договорились, и ты думаешь, с кем мне потренироваться. прям ты так друзьями их называешь. Ну, это же все равно соперники. Вообще Ну, такого нет. Я, если честно, не знаю, откуда это идет, но для меня вообще никогда нет, не ну было соперники в этом, принципиально. я же не говорю там враги или что-то такое. Ну, просто, ну, соперники. Ну, окей, можем нормально общаться, но... Ну, Ну нет, так, у меня даже вот этого «но» нет, как бы нет. нет. Мне вообще не принципиально абсолютно. Ну, так и было с детства. То есть в Да, детстве вообще тоже никогда не было с такого этим не проблем. было. То есть очень много у кого там в детстве переставали там общаться, там в день матча мы там Да, там против что-то друг не друга играли. разговаривать с соперником или Да-да-да. вот это вот Но кого-то это такое. отвлекает, тоже можно понять, но вот для меня никогда не было принципиально это. Скажи, пожалуйста, если мы сейчас попробуем немножко пофантазировать и собрать вот бокс твоей мечты, бокс именно в теннисном смысле, вот люди, которых ты была бы рада увидеть на своем каком-нибудь финале какого-нибудь классного турнира, кого бы ты пригласила поболеть, ну и допустим, что они, конечно, Аня, да, мы будем. Вот кого бы ты пригласила? Не обязательно теннисисты, это могут быть теннисисты, действующие, недействующие, певцы, не знаю. Вот давай чуть-чуть пофантазируем. Ну, если прям совсем фантазировать, наверное, я бы очень хотела видеть в своем боксе Аню Щербакову, это наша фигуристка. Мне она просто очень нравится, и я была бы очень рада ее увидеть в своем боксе. Ну и Маша Шарапова, наверное, все-таки. Это дало бы мне столько мотивации, я не знаю, и летала бы по корту. Ну, наверное, да. Так, может быть, кого-то еще добавим? Ты так сходу прям две кандидатуры выбрала, может, еще кто-то? Ну, Новак Джокович? Мне кажется, вот он как ну, никто тоже тут умеет меня уже мотивировать. зажало. Тут меня уже Да? зажало. То есть, подожди, то есть Шарапова сидит, это окрыляет. А Джокович, мне просто интересно, как это... Ну, так относительно. Но я не знаю тоже, какой у меня будет день. Возможно, меня и Шарапова тоже чуть так пронервирует. Но все равно, на самом деле, в любом случае, конечно, хотелось бы видеть как можно больше людей. Ну, то есть большие арены, крупные такие стадионы, это скорее Да, для тебе меня, помогает. да, в Потому что данный тоже момент для меня по-разному. мотивация. Да, я знаю. Ну, то есть тоже там даже с каких-то юношеских турниров, совсем там до 14 лет, когда там какие-то трибуны, кого-то это вот прям очень сильно волновало, не могли там играть, очень сильно давление оказалось, как у нас говорится, зажимало. Но у меня, на самом деле, наверное, никогда такого не было, что именно от трибун там зажимало, а на Умблдоне я поняла, что меня прям очень сильно это замотивировало.
И окрыляет, Да, наверное, да? И в потом каком-то думаешь, что плане. Но нет, окрыляться сильно нельзя во время матча, но так мотивирует. надо в строгом коридоре держаться, да, Да. чтобы не... Но потом, мне кажется, это еще история про то, что, ну как там, лишний раз ракеткой как-то не ударишь, ну не Да-да, там чиркнешь надо там, совсем контролировать, потому потому что на что... Умблдоне с этим, да, строго. А, кстати, есть ли... Ну, наверное, нет штрафов для юниоров. Что-то я сейчас подумала. Ну, дисквал. А, У нас одна девочка кинула ракетку, она отскочила, там зрители ее сняли с матча. на юниорском Да. Уимблдоне. Это был первый или второй круг, если не ошибаюсь. Первый, по-моему. Ну, я же правильно понимаю, что штрафов у юниоров не бывает, у вас нет призовых, у вас, по идее, не должно быть штрафов. Ну, вроде Кажется. как нет. Я не хочу, если честно, это узнавать на своем примере, Не но надо. вроде как нет. Не надо, нет, мы на это не настраиваемся. Мы тогда будем ждать какого-нибудь классного повода, что в твоем боксе оказалась и Мария Шарапова, почему бы нет, и Анна Щербакова, может быть, кто-то еще, может быть, и Новак Джокович. Он, на самом деле, внимательно следит за молодыми игроками, кстати. Может быть, он про тебя уже знает. Будем Посмотрим. надеяться. Мы желаем тебе удачи, чтобы все сложности, со всеми сложностями удавалось справляться вместе с папой, вместе с твоей командой, с Александром Островским. Конечно же, будем следить за твоими успехами. Спасибо тебе большое. Спасибо большое вам.